Итак, друзья, для начала мы с вами перед тем, как будем работать на круглом формате, разберем, какие же сюжеты, какую композицию можно подбирать для круглого формата. И для этого есть простое приложение, я поэтому держу смартфон в руках, оно называется «Круглое фото». Я думаю, что на любом телефоне можно найти аналоговое приложение. Здесь иногда есть реклама, но она бесплатная. И вы можете внутри него вставить какую-то вашу фотографию и подвигать, посмотреть, как композиция будет выглядеть на круглом формате, увеличить, уменьшить. То есть вот с камнями, например, прекрасно. Давайте попробуем какую-то другую фотографию. Вот попереворачивать, посмотреть. Так, я сохраняю. Здесь можно сфотографировать сразу. Сейчас вот из альбомов. Сейчас мы подберем, например, если это, например, вода. То есть вот, например, вода. То есть на круглом также красиво будет смотреться просто вода. Будет как будто бы вид из иллюминатора. Далее давайте какой-то городской пейзаж, например, это может быть вокзал. То есть здесь классически можно представить, что это вытянутый формат, но если мы чуть-чуть пониже переместим вот этот фонарь, например, сюда, то на круглом формате абсолютно гармонично будет выглядеть. И вот она фокусная точка, здесь у нас движение. То есть также мы можем. Я беру вообще абсолютно простые фотографии. Вот, например, давайте вот эту. Сейчас. Вот он город, то есть обычный городской пейзаж. Также на круглом формате мы будем видеть, как можно классно его обыграть. То есть нет, можно, конечно, взять побольше неба, можно взять побольше низа. В целом на круглом формате линия горизонта практически на середине листа. То есть здесь нет ничего страшного, потому что это круг, так же, как и на квадратном. То есть вы можете увидеть, если это будут цветы или какая-то растительность, то вообще нет проблем вписать их в круг. То есть для того, чтобы проверить свою фотографию, как она будет смотреться на круглом формате, вы можете воспользоваться этим приложением и как раз композицию свою простроить, подвигать, чтобы не сомневаться. А мы с вами начнем уже сейчас рисовать тот вариант, который я подобрала для этого урока. И здесь у нас с вами это на самом деле очень красивое место в Лионе, во Франции, и это моя фотография, как неудивительно, хотя обычно там, такие фотографии в Пинтересте. В оригинале она выглядит гораздо симпатичнее, чем на распечатке. Это оригинальный цвет, он такой сиренево-голубой, вот она прям сиреневая, фиолетовая, то есть действительно был такой закат. И тут белый лебедь, вообще просто мы кормили лебедей, и вот белый лебедь так красиво еще и с капелькой воды. Давайте попробуем вписать сейчас, не работая с приложением круга. Конечно, с приложением круга тоже можно, но мы с вами вот так попробуем. Я цвета буду брать отсюда, композиционно можно строить здесь, чуть-чуть будет попроще. В данном случае небо тоже будет занимать какую-то зону, но я начну с... У меня арш-бумага. И покраска мы сейчас чуть позже поговорим, сразу все вместе. Значит, если мне хочется прорисовать покрупнее лебеди, я сначала решаю, как он у меня здесь располагается. То есть я сделаю такую композицию немножко другого формата, то есть как будто бы у меня лебедь, и я прям лежу на уровне с лебедем, он прям рядом со мной находится. То есть я немного его здесь... Красивая такая изгибающаяся шея. Так, чуть-чуть мы ее, чтобы это не было такой шланг изгибающийся, все-таки смотрим, как она здесь будет изгибаться и уходить в воду. Здесь в данном случае лебедь достаточно темный на фоне всего. И вот здесь у него с клюва капает вода, образуя некие волны. И у него есть классное отражение. Здесь оно разбивается тоже
на участке. То есть лебедь — это не только сам лебедь, это еще его отражение, в данном случае таким образом, которое разделяется. Можно его сразу даже прорисовать. Рисовала я лебедя последний раз очень давно, но вот эта фотография меня как-то вдохновляет, особенно цветовой гаммой, и мне хотелось вам показать, что вообще почти любой сюжет можно написать. Хвостики у них потрясающие, лебединые. Вот здесь у нас такие округлые. Я вообще, это мой второй лебедь. Такой прям лебедь-лебедь. И здесь у нас он расширяется. А там, кстати, у него обычно лапки, ножки внутри. Но мы их сейчас не видим, потому что все в темноте. Значит, здесь. И разбивается тоже. Какие-то моменты, ну, нам больше здесь нужна вода. Можем немножко подкорректировать, я сделаю. У него такой вот лоб. И я сделаю чуть-чуть поменьше его. Далее, относительно этого лебедя, в принципе, можно сделать и такую композицию, что вообще небо, лебедь и ничего, или вода, лебедь. Да? Но мы вот немножко, практически около середины, нарисуем дальний план. Чуть-чуть у нас вот этот момент уйдет, но он мне и не нужен. То есть не надо, чтобы был лебедь, вот такое расстояние, и здесь такое расстояние. Я их немножко приближаю друг к другу. Тут у нас мосты, какой-то дальний план. Странное здание, которое построили. На самом деле, ну, оно здесь футуристическое, и в этом цвете оно прям смотрится хорошо. А вот там, конечно, его не очень любят, потому что там оно смотрится странно, когда оно днем. Ну, просто сделаем. И там какое-то свечение можно внутри создать небольшое. И здесь у нас отражение. Главное не терять зону отражения. И соединяется практически за лебедем. То есть вот наша композиция для круглого формата, как будто мы, не знаю, плывем на лодке и тут вот видим. Мы же не знаем, где это. Это очень условный некий такой пейзаж. Плюс, когда мы укрупнили лебедя, у нас вот эта вот воздушность, перспектива сработала. То есть мы видим более глубокую панораму, она у нас не вертикально расположена, а вот именно в глубину, то есть то, что нам нужно создать. Мы его укрупнили, укрупняем передний план, уменьшаем дальний. И тем самым это один из приемов для того, чтобы сделать более глубокую работу. И еще второй из приемов, который мы тоже использовали, это поднять передний план ближе к линии горизонта. То есть чем больше мы их растягиваем, то есть здесь, там, не знаю, здание, а тут какая-нибудь машина, тем больше хочется композиционно разрезать работу. Поэтому стараемся об этом думать. Давайте немножко обсудим цвета, которые мы здесь будем использовать. В целом я остаюсь внутри своей палитры. Нам понадобится флейц. Нам понадобится флейц коза, более узкий флейц, может быть, для дополнительного увлажнения. Также у нас плоская синтетическая кисточка для протиров, какая-то синтетика небольшая, тоненькая для деталей, веерная кисточка для расчесывания заливки, это Рублев, и у нас, конечно же, какая-то крупная рабочая кисть. Это может быть колонок, это может быть синтетика, это может быть каллиграфическая кисть. То есть что-то такое, то есть крупное. Поэтому в целом маленькая, вот раз, два, три, 4 и какая-то 5 кистей. Это основной набор, которым я работаю. Я также обычно подробно во всех видео об этом рассказываю. Значит,
Далее, какие цвета нам понадобятся? Если мы все-таки опираемся на цвета, которые мы видим там, на фотографии, а не на референсе, то мы пойдем с вами желтый, желтая охра. Ну, практически все, которыми я работаю, конечно же, я их все равно все называю. Сиена жженая. Мы сейчас сделаем выкраску. Далее, скорее всего, перелен фиолетовый, бордовый, фиолетовый, бирюзовый, лавандовый. Это традиционные мои цвета, которые я использую в каждом уроке практически. То есть у нас здесь не будет с вами чего-то специфического. Вы можете работать своими цветами, которые вам больше нравятся, но учитывайте теплохолодность, о которой я буду говорить в процессе. Так, можно, гранулят здесь не понадобится. Итак, у нас с вами желтая охра. Охра светлая. Yellow охра light. Это может быть и желтая охра светлая, и просто желтая охра по названию. У меня это пигмент PY43. У некоторых производителей этого пигмента неаполитанская. Значит, жженая сиена. Тут пригодится, ну, если здесь у меня Винзор и Ньютон, ну, может быть и Невская палитра, там такой же состав. Жженая сиена у меня Сен-Мелье, также Невская палитра подходит. Далее у меня это перелен фиолетовый от Винзор и Ньютон. У Невской палитры будет близко бордо. Ну или какая-то, или можно взять карминовую, краплак, какую-то холодную красную. Дальше фиолетовый, это у меня аметист от Дэниел Смит. Для замены подходит также Shadow Violet от Миджелла. Также можно просто смешать фиолетовый плюс серая пейна. То есть вот мы смешиваем. Классический, обычный фиолетовый. Не фиолетовый, то есть скорее диоксазиновый, то есть яркий фиолетовый, не синий, не кобальт там какой-то, не... Вот, и очень близкий цвет у нас получается. Значит, здесь у нас Horizon Blue от Миджелла у меня. И хорошая замена это мятная плюс кобальт бирюзовый от Невской палитры. То есть у нас все можно в Невской палитре найти. В смеси. Дальше это у нас лавандовая. Вот они прячутся от меня все время. Я их снова нахожу, они снова прячутся. Значит, персиковая, тоже Невская палитра. Серая пейна, тоже Невская палитра. И у меня это индиго от Шминки. Также может быть Маян Deep Blue или Blue Deep, он называется, от Дэниел Смит. Очень похож. Также вариант индентреновый синий. От Pinax
Винзор и Ньютон Пинекс есть в России. И это наиболее близкий цвет. Его можно приглушить серапиной, в принципе, получите синий. Чуть-чуть он понадобится. Вы можете использовать свои цвета, теплые и холодные, опять же. Но синий желательно использовать один в течение всей работы. Теперь уже приступаем к работе. Я натягивала Arches, это планшеты Кустова Travel, и вы можете найти выше видео, как натягивать бумагу на планшет, потому что прежде чем работать, надо ее, конечно, натянуть туда, и можно будет ее там и оставить. Итак, начнем. Я себе положу цвет. Здесь у нас не будет много деталей. Я полностью сейчас забываю про нашего лебедя. И буду рисовать насквозь. Значит, про особенности работы на планшете. Вообще, работа на планшете – это моя любовь. Я работаю на квадратных, на прямоугольных до 2-метровых планшетов. Почему? Потому что мы увлажняем. Это лучшая степень натяжки. Стоит один раз в жизни проработать на планшете, чтобы понять, что это такое. Это не объяснить словами, нужно пробовать. То есть бумага никак не коробится, и практически происходит такая же работа, как и на с двух сторон смоченной бумаги. Но при этом еще натяжка сильнее, и вода никуда не уходит, она стоит плюс-минус равномерно. Потому что в чем минус? У нас, когда мы закрепляем скотчем, у нас вода уходит туда, где бумага начинает быть волной. То есть где-то у нас на возвышении более сухая бумага, более влажная в лагунах. Чтобы это убрать, мы смачиваем с двух сторон, тогда она прилипает ровно и высушивается ровно. И здесь то же самое, мы притягиваем ее, но здесь натяжка еще сильнее, поэтому сохнет более равномерно, и в целом себя по-другому кисть ведет. То есть нужно пробовать для того, чтобы этот момент, я вас к этому призываю. Вы можете купить, даже на Озоне продаются планшеты там, 30 на 40, маленькие, чтобы понять, что это такое, и натянуть на квадратный, например, обычный лист бумаги, и вы уже поймете, в чем же разница. Давайте начнем сверху. У нас здесь светлые облака. Светлые облака мы будем вытеснять. Поэтому сначала у нас будет там более такой серо-сиреневый. Я возьму серую пену и добавлю туда бирюзовый, лавандовый цвет. И у нас будет вот такое с вами небо. Оно темнее вверху и светлее внизу. Можно какие-то светлые участки оставить. Я сейчас не занимаюсь прокрашиванием бортов, просто помним, что наверху поплотнее будет, поэтому здесь добавляю. У нас с вами такой контровой свет, поэтому чуть-чуть более плотная краска уместна. Далее у нас на горизонте будет такой желтый. Я чуть-чуть приглушу его персиковый, чтобы у нас был так, не этой. Видите, единственный минус, что их надо протыкать, поэтому у меня есть уже заготовленные. А то мы тут аварию можем с вами увидеть. Это на мастер-классах часто тоже происходит. Я такая, опа, давайте откроем, и все. Значит, будьте осторожны, не делайте это над листом. Не делайте, как я, да? Не открывайте над листом. Так. У нас там теплый желтый под цвет. Я не пытаюсь сделать копию, я пытаюсь все-таки для себя какое-то настроение передать. То есть получится прекрасно. То есть можно его... Здесь у нас будет больше. Я сиену тоже к ней добавила.
Что важно в этот момент, чтобы у нас никаких не произошло сложностей, мы берем и вот здесь вот подстираем. То есть я, чтобы у меня здесь никуда, ну, чтобы вода никуда не пошла наверх, например. Здесь я могу взять какой-нибудь розоватый, тоже сделать его более розовым. Можно взять, если хотите, какой-то красный. В принципе, фиолетовый нам понадобится. Лучше выдавливать краски перед работой, но я даже иногда забываю, это нормально. То есть хотелось бы, но бывает, что мы все что-то забываем. Так. Сиреневый у нас здесь проявляется. Какие-то маленькие облачка, где-то округлые. Я немножко рисую небо, конечно, из своей головы. Надеюсь, там у меня красивое небо в голове. Хочется в это верить. У меня здесь более теплый. Здесь у меня также появляются облака. Ну, потихонечку схватывается. Здесь мы достаточно с вами быстро будем работать. Один другой цвет, немножко розового, то есть хочется. Тут делаем плавный переход. Если не хочется, чтобы у нас полосило, можно немножко сгладить. И уже здесь не задача сделать самые сложные облака, а наоборот оставить такое настроение. Чуть-чуть здесь добавляю лавандового. Ну, могут быть какие-то и в этом направлении у нас облачка. Помните, что любые детали, они убивают тон. То есть у нас начинает с вами получаться все темнее, а у нас такого плана, например, не было. Если я что-то добавляю, где-то подсыхает, я расчесываю, и уже можно еще работать с этой зоной. Здесь тоже немножко затемню внутри, особенно к краю. Уже тоже чуть-чуть сохнет. Если получилось так, что высохло, тут как с обычной бумагой, нам надо с вами остановиться, подсушить и снова начать работать с этой зоной. Ну, я думаю, что мы здесь с вами справимся. Так, затемнили тучку. Здесь переход такой у нас. Ну, я, кстати, покажу этот момент. Мы сделаем. То есть, если получилось так, что чуть-чуть у нас высохло, не увлажнилось, то есть нам, конечно, быстрее приходится работать, чем на смоченной с двух сторон бумаги немножко, но мы можем с вами сейчас подсушить эту зону и снова с ней работать. То есть мы сейчас высушим ее,
На большом формате, например, когда у меня метровая какая-то работа, я часто точно так же работаю фрагментно, потому что мы, в принципе, не можем охватить и все успеть. Значит, увлажняю еще раз. И тут, если у вас какие-то получились, там, неровности, их можно тоже исправить на этом этапе. То есть это скорее плюс, чем минус. Нам надо знать, как справляться с бумагой. Не сражаться с ней, а слушать ее. Подсохло, остановитесь. Высушите, увлажните еще раз. И все успеется. Все добавим. А если у вас есть более яркий желтый, вот здесь я, например, гамбодж могу взять, то можно немножко более насыщенный желтый сделать на небе. У меня немножко желтый ушел. Я его здесь верну как раз на этом этапе. У нас будет с вами с желтой охрой, конечно же, я его смешала, чтобы у меня вдруг внезапно не какой-то новый цвет появился, совсем отрезанный от пространства. Нет, мы берем на базе тех цветов, которые есть. Иногда за счет второй заливки вы можете получить еще более сложно сочиненное небо с таким хорошим переходом где-то. И успеть сделать все, что не успели сразу, как раз в этот этап. Здесь у нас розоватый где-то. Я перекрываю. Получается такая, знаете, многослойная глубина. Можно смешать с фиолетовым. Такой бордовый. Немножко давать этот цвет здесь. Розоватый. Там часто у горизонта, знаете, такие округлые, мягкие облачка. Вот мы их с вами здесь добавим. Тоненькие. То есть тут пока есть у нас время, можем и чего-то еще сделать. Фиолетовый. Под цвет у нас теплый снизу обычно у облака. Помним, что у нас тут-то все еще закроется. Поэтому где-то можно сиреневый. Такое разнообразное небо формирую. Тут уже на ваш вкус. Сами можете почувствовать, когда уже хватит что-то добавлять, или наоборот еще можно. Это оранжевый все-таки туда давайте сиреневый немножко добавим. Добавим и расчешем. То есть вот у нас эти все цвета
будут присутствовать. То есть мы с вами сначала нарисовали небо, а потом начали добавлять более теплые оттенки, чтобы получить уже такие облачка. Не полосим, где-то можно объединить в более крупную зону, где-то разбить. То есть у нас вот такое с вами. Смотрим, чтобы перетекание было плавным. Ну и все, там подсыхает. Можем добавить небольшой наклон и работать уже с нижней частью. Тут у нас переход. Забываем про лебедя. Идем от светлого к темному, то есть у нас с вами как бы зеркально. Получается то же самое. И ведем это сюда, и здесь у нас уже такой более темный низ. Добавляю. Хорошо смачиваю. Видите, ничего с ней не происходит с бумагой. Далее здесь у нас начинается. Можно немножко дать желтого, но в целом практически с такого, знаете, уже не желтого, а розоватого, потому что мы там не видим ничего. У нас уже больше сиены. Теплый, но здесь вот у края можно чуть-чуть затемнить, чтобы там прям белого открытого не было. Я так его подуберу. Так. Здесь закроется. Я не занимаюсь этой зоной, не переживаю за нее. Здесь довольно легкий, прозрачный переход тона. Сначала надо сделать тоновый переход, а потом уже что-то еще туда добавлять. Мы с вами здесь у нас появляется желтый, можем немножко его добавить. Так, забываю про лебедя. Вода по тону темнее, чем небо. Но здесь по ощущениям будет все за счет отражения. Но вот вблизи, да, надо прям хорошо набрать тон. Сначала мы прорабатываем. Так, перелен. У нас условный розовый, не открытый такой, не сильно. Можем его вот как раз. То есть чуть-чуть. Ощущение чуть-чуть. Можем к перелену добавить лавандовый, тоже будет такой спокойный, условно холодный какой-то красный. Прежде чем что-то рисовать, мы сначала с вами тон добавляем сюда. У нас здесь проявляются волны, начинают, но сначала мы тонируем. Далее у нас такой сиреневатый даже оттенок. Немножко сказочная у нас история. И все темнее, темнее становится низ. Тут уже у нас такой сине-фиолетовый. Нам надо в него перейти. Добавляем себе воды чуть-чуть. Можно везде еще увлажнить. Все зависит от влажности воздуха вокруг. Конечно же, наши
В зимнее время влажность достаточно низкая, не очень хорошая, поэтому увлажнители воздуха помогают при работе. Ну, мы вот с вами, я думаю, справимся. Такой у нас получается. Сначала надо набрать тон, прежде чем что-то там делать. То есть набираем тон, у нас фиолетовый. Прежде чем какие-то волны даже у нас появятся или детали, мы тон набираем. Значит, здесь достаточно темный внизу. Прям такой. Работаем быстро. Помним еще раз, если что-то у вас засохло, подсушиваем и дальше работаем. Не переживаем, всегда можно добавить еще. Значит, здесь фиолетовый. Мы начинаем смотреть, какие у нас волны. В одном участке у нас одни и другие волны всегда присутствуют. То есть у нас присутствуют в этом участке волны этого цвета, то есть здесь этого цвета, здесь этого цвета. То есть каждый нижний участок нам дает следующий цвет. То есть у нас на желтом могут быть розоватые волны, тонкие. И здесь кисточку лучше брать ту, которую не отдает много. Синтетическая. То есть у меня здесь проявляются такие тонкие, теплые. Я ориентируюсь только на референс, не пытаюсь его копировать. Начинаю. Там уже как раз подсыхает, это мне помогает. Они здесь тонкие, небольшие. Может также проявляться более плотный цвет. Вот в этой зоне у нас мы видим, что здесь у нас и желтоватый будет, поэтому мы его здесь будем добавлять немножко. Но основной идет. Кладем горизонтально, чтобы ничего не уплывало. Сильно уплывать, конечно, будет, но наклон убираем. Это нам поможет, даст больше времени. У нас все шире волны, крупнее и темнее. Я беру все более фиолетовый цвет и начинаю добавлять более крупные мазки. Смотрю на вилочки и V-образные формы. Здесь даже если у вас будет просто переход тона, то этого достаточно. По тому, как рисовать воду, у меня есть отдельные курсы. Мы все-таки здесь не можем этого всего коснуться. Только обращаю ваше внимание на тоновые переходы. То есть у нас и темнее, и крупнее становится. То есть здесь с каждым, дальше с каждым разом. Здесь у нас уже больше закругления. Потому что вокруг нашего тут у нас проявляется, сейчас еще будет желтоватый цвет, я его все-таки добавлю. Стараемся работать, поймать тот самый момент, когда уже подсыхает, но еще не высохло до конца. Здесь он у нас будет. Можем немножко его передать. И дальше все темнее. Вот чуть-чуть у нас течет наверх, значит небольшой наклон вниз. Добавим. Если что, можно сделать линии более горизонтальными. Ну, почему это происходит? Потому что мы все время здесь добавляем все-таки влажное
какая бы сухая кисть ни была, влажность большая, и мы добавляем, прорабатываем, и поэтому у нас может идти наверх. Здесь я убираю. Парочку еще добавляю линий на вот эту зону. Там будет отражение, но немножко нам все равно не повредит. Мы видим, что в каждой из темных у нас еще и там красные где-то, поэтому я беру таким образом, чтобы у меня было два цвета, то есть и бордо, и лавандовое на одной кисточке, и это помогает мне делать этот мазок. Так. Здесь я обращаю внимание, рисую все крупнее линии. Они становятся все темнее, то есть здесь уже практически такой темный у нас, темная история. И мы стараемся, то есть у нас здесь темные, сине-фиолетовые волны. Я их сначала нарисую внутри, где-то, возможно, даже темно. Так, какой-то самый темный, то есть у нас такой контровой свет, самый темный на вершинке волны будет находиться. Вот здесь. Мы смотрим, что мы можем здесь добавить. Сейчас, если подсохло немножко, можем потом еще проработать. Но я думаю, что нам в данном случае не надо будет. Так. У нас такой синий. И я здесь добавляю намек на немножко у нас кругление, наши волны вокруг. Сейчас у нас фиолетовый. Вот тут немножко объединю, а то здесь добавила темный, объединю с этой зоной. Довожу до края, это важно, потому что если мы на круглом бросим у края и не будем там ничего добавлять, то будет совсем не тот эффект. Нам надо здесь обязательно, чтобы был тон. Еще возьму кисточку поменьше и прорабатываю еще. Можно потом еще по сухому, но вот какие-то небольшие линии вполне себе уместны. Так, все мы не успеем, тут лучше меньше, да лучше. У нас еще туда две уходят. И мы сейчас все подсушим. У нас уже останутся детали. Так, сушим нашу воду. Тут можно даже немножко повыпаривать пигмент. Видите, благодаря тому, что мы забыли про лебедя, на самом деле лебедь получил рефлексы. Осталось только затонировать за ним, а вот этот вот рефлекс от неба за счет этой заливки, он остался, и это очень хорошо.
Так, здесь можно подрасчесать, чтобы у нас было все. Серую пену я здесь использовала с фиолетовым и с лавандовым, потому что если ее использовать одну, то вообще все растворяется, и она очень сильно уходит. Поэтому мы стараемся использовать какие-то красящие. Здесь немножко еще влажно, поэтому могу затонировать. Чтобы был какой-то такой эффект. V-образная вилочка тут у нас. Смотрю, всегда отклоняюсь, смотрю, где еще влажно, где я могу что-то добавить, чтобы создать нам эффект. Так, вот у нас подсохло, подсыхает, в заливке светлеет, и вот эти моменты какие-то убираются. Цвет всегда чуть-чуть меняется. Поэтому тут у нас с вами все равно есть задача сделать реализм, а не супер ярко. Поэтому, но если вам хочется поярче, всегда можете поярче. Я все-таки отталкиваюсь от вот этих цветов. Здесь можно немножко затонировать к краю, потому что я не всегда люблю, когда у нас очень светло в этих местах. То есть все-таки темнее. Поэтому мы можем сделать такую лессировку. Так, в целом здесь у нас видно, где у нас волна темная. И мы уже идем с вами работать с дальним планом. Он, конечно, тут прям такой фиолетовый. Я бы его все-таки сделала теплее немножко. Но можно на сиене, например. То есть немного таким. Кое-где более теплым. Уже можно под наклон поставить. Мне не хочется, чтобы вы боялись планшетов, потому что они, в принципе, абсолютно так же, как вы, если бы вы работали на обычной бумаге, в том плане, что вы можете также увлажнять, что-то стирать. Если это арш, например, то я вообще могу еще и все это смыть, например, до нуля меламиновой губкой. То есть какой-то такой момент. У нас просто боязнь перед белым листом бывает, я знаю. И иногда я понимаю, что, ой, ну как же, ну на планшете это вообще страшно. А тут не исправить. Да, абсолютно так же, как и на обычной бумаге. Все можно исправить, все можно сделать. Здесь у нас с какими-то просветами может быть что-то. Заливочка, где-то оставляю световые части. То есть можно его не делать прям сразу таким темным. То есть да, он, конечно, темный и будет темным, но все-таки это дальний план. Так, еще у нас сиена с фиолетовым. Бирюзовый с фиолетовым, прошу прощения. Думаю об одном, говорю другое. Так тоже происходит. Чуть-чуть где-то уже темнеет. Можно смешать вот как раз эти два цвета и сиену. И будет такой условно фиолетово-серый. Он нам тут как раз и пригодится.
Дальний план вот здесь может быть вполне тоже таким теплым. Ну, мы работаем во всех этих же цветах, то есть у нас чего-то другого здесь нету. Раз. Мост. Это какой-то дальний план. Ну, деревья сверху у нас теплые. Делаю заливку, потом в ней можно добавить деталей. Где-то, если хочется оставить как раз эти светящиеся моменты, форма здания. Я всегда так стараюсь отклоняться, смотреть, что у меня вообще там получается. Здесь у нас все достаточно темное в этом углу. Такой фиолетовый можно еще добавить. Выдерживаем все в этой гамме. Так, и у нас коричневый цвет, который нам здесь очень нужен. Он начинает проявляться, чтобы дособрать всю. Мы работаем сухой кистью. Она у нас дает такой вот смелый штрих. Просто где-то у нас уже сухо, и можем ей работать, а где-то еще у нас достаточно влажно. Поэтому мы объединяем, и у нас сине-фиолетовые темные участки, и коричневый. То есть и тот цвет. Какие-то окна. Действительно странное здание. Можно просто его оставить в заливке. Если не хочется прорисовывать, можете вообще ничего не прорисовывать на нем. Очень футуристичная конструкция. Чуть-чуть я его затонирую. Вот здесь тоже. То есть у меня есть теплый, но вот немножко дам и холодного.
И пусть будет этот фиолетовый здесь тоже у нас. Идем в холодную зону вниз. Здесь на контакте можно подчеркнуть и сделать более темную зелень вдали и выделить здание. Чуть-чуть где-то теплый, где-то холодный. Смотрю так, чтобы у нас все-таки было цельно. Вот тут протру. То есть можно сделать какое-то свечение, намек. Ну, еще лучше там рядышком затемнить. Так что мы еще затемним. И тогда точно все сделаем. Немножко проходимся по темным местам. В данном случае, несмотря на дальний план, здесь достаточно темно. Я не стараюсь его прям черным сделать, поэтому я и сохраняю здесь свет. Но все-таки есть контраст, потому что контрсветовое место у нас. И плюс хочется объединить эту заливку. Так, у нас там светлые участки. Там желтеньким поставлю окна. Рядом более теплым цветом. Мы сразу здесь работаем, чтобы просто нам потом не возвращаться. Так, легким. То есть у нас просвечивается вот этот теплый и холодный здесь у нас тоже работает. Далее коричневый. Там какое-то судно, ну, условно, не знаю, что там стоит, поэтому и не буду. Остаются у нас какие-то блики. Сильно белые тонируем, желтые оставляем. По нижней части у нас будет там тоже. Здесь тепло и темно. Какие-то детали, сухой штрих, конечно, все нам помогает сымитировать. Немножко еще затемню, пожалуй, дальний план фиолетовым. Все-таки хочется немножко подчеркнуть горы. Не горы, а вот этот момент леса. Чуть-чуть. Где у меня там закончился он? Где у меня? Чтобы отделить небо.
Вот так вот соединю здесь, и небо будет более гармонично переходить. То есть убираем какие-то белые участки, если они есть. Далее у нас отражение. Начинаем, можем тоже с какого-то немножко теплого начать. Но оно здесь теплое и темное. Сухой штрих. Все у нас трансформируется с вами на цвет фона. Опираемся на тот цвет, на котором лежит у нас объект. Если вы нарисуете все как здесь, то у нас получится просто темный и темный. Мы все-таки чуть-чуть больше света сохраняем, поэтому опираемся на него. Чем ближе к розоватому идет, тем больше будет розового, и тем крупнее будет мазок. То есть вот здесь могут быть уже более крупные линии. Там вдалеке они все. И парочку темных поверх, но теплых. Так. Тут уже прям фиолетовый. И здесь у нас получается. Тут вообще почти такой тепленький. Где-то прерывается. Где-то более. А тут мы уже тоже стараемся опираться на цвет, который отражается. Поэтому мы можем его затемнить немножко. Потому что объект большой. Ну, и здесь нам надо разнообразие. От более теплого слева до более такого холодного. От более теплого справа до более холодного слева. Я путаю право и лево. Так, у нас здесь фиолетовый. Если вы посмотрите, то в отражении нету, как правило, каких-то просветов только там, где оно заканчивается уже. То есть внутри их практически нет. Поэтому это важно. Здесь можем какие-то линии внутри поставить, отразить вертикали, если хочется, чтобы подчеркнуть. То есть вот практически внутри в отражении, опять же, нет никаких просветов. Это важно. И здесь он у нас продолжается эта линия. Мы смотрим докуда. Вот можем до сюда, например. Чтобы объединить с этой зоной, можем все более фиолетовым
делать более темным и фиолетовым. Отражение распространяется и разбивается более четкими линиями всегда вот здесь, в световой части волны. То есть не в темных вот этих волнах, а на свету. Поэтому здесь добавляем фиолетового, продолжаем свое действие. Тут совсем уже еще плотнее и темнее, то есть он такой плотное и темное становится, контрастное. Я стараюсь уже, если я где-то завершила его, то внутрь не влезать. Если влезать, то только темным участком, но никак не просто перекрывать полупрозрачным цветом. Потому что тогда никакого нужного эффекта не будет. Просто будет ощущение перемазанности. И здесь я смотрю на отражение и, возможно, добавляю ему еще цвета. Тут, если хочется, можно и протереть какие-то участки. Можно намекнуть на темное что-то. Вот так вот. Здесь уже все подсохло. Подсохло. Опять же, темным и только по тем участкам, где я уже была. И здесь выходим в более темное активное отражение. Вот, наконец-то у меня краска набралась. И здесь смотрю, где у меня отразилась вот эта часть. Она может у меня разбиваться аж вот вплоть до этого участка, например. Длинная и темная. Вместе с вот этим участком отражения. То есть здесь даже можно немножко пониже все закончить, чтобы соединить и сделать треугольник небольшой. Может, там что-то, какие-то деревья высокие слева вполне может быть. Просто треугольниками у нас и здесь композиция, и в этом участке у нас больше треугольников. Поэтому мы тут добавляем парочку линий. Может быть, такие вот отражения с просветом. То есть нам чуть-чуть здесь надо добавить небольших линий. Все, если добавляю поверх, то только темное. Чем ближе, тем темнее, чем ближе, тем крупнее. У нас может там быть сухой штрих. Он всегда нам помогает. Немножко здесь я по ощущениям все-таки затонирую, но стараюсь это делать в те линии, которые я делала до. То есть, ну вот просела, не добрала краски, так бывает. Часто история у каждого. Значит, как сделать? Вот так. Взять и затонировать в ту зону,
по которой, то есть не тяп-ляп, не знаю, что я там сделаю сверху, а прям аккуратненько, как будто вы там уже с первого раза попали. То есть так может быть. Ну и заодно, раз уж я здесь, дать какие-то теневые участки, раз мы ее добавили. Можем подлиннее. И свет, если хочется. У нас еще с вами можем кроющая, она не будет супер светлая, когда подсохнет, но будет давать нужные эффекты. Так, и у нас наш аккуратненько тонируем вокруг него, чтобы подчеркнуть. То есть у нас уже высохло все. Здесь у нас остается свет на птице, а вот здесь у нас тень воды. То есть я не протираю, а просто тонирую воду вокруг легкой тонировкой, тем самым здесь подчеркиваю нашу птицу. Цвет розоватый, можно еще и какие-то линии сделать дополнительно, подчеркнуть, что у нас там на воде круги, довести вот здесь до хвостика тоже. Вы уже, наверное, заметили, что я чуть хвостик не потеряла. А я вот, видите, не сразу. Так, хвостик находим. А за хвостиком уже все светлое снова. Поэтому аккуратно. Далее тоже смотрим вот здесь вот. У нас перед грудью. Такой сиреневый. То есть она у нас светлая. И мы тонируем. До какого места? Вот где она перестает быть светлой. То есть таким образом мы находим лебедя. Не надо его маскировать. Можно совершенно вот так вот спокойно справиться с этим моментом. Увлажнить зону. Можете помогать себе увлажнять дополнительно. И здесь какие-то линии. Точно так же можно продублировать, довести их и помочь себе. Вот они у нас, круги на воде. Если что-то еще потеряли, можно всегда затонировать еще, например. У нас еще отражение там, конечно, появится. Но в целом можем добавить эти зоны, чтобы они были мягкими. Где у нас еще темное, в принципе, все остальное в остальных местах он темнее. Вот тут вот на голове можно, если хочется света, тут достаточно темный за ним, можно и протереть в одном месте. Вот и все. А теперь он у нас темный. Давайте продолжим его рисовать. Здесь я взяла бордовый, просто потому что возьму достаточно темный. Он у нас в тени. Белый лебедь становится не белым. Это тоже волшебный
волшебное свойство цвета, который начинает преломляться от всех рефлексов. Тут у нас и желтоватый на голове, такой коричневатый. Можно даже какие-то нюансы прописать. Далее у нас будет синий-голубой такой, сине-фиолетовый. Вот, достаточно более фиолетовый. Достаточно темный. То есть мы сюда уходим прям таки. То есть, да, там светлый, ну вот можно соединить. Дальше. Тонируем в этом месте. Тут у нас фиолетовый и синий. Такой один из самых темных мест. Не теряем тут цвет, что ж мы зря обходили. То есть используем тот цвет, который есть. Можем немножко добавить. Берем, увлажняем его весь, его всего. Тоже прорабатываем. Где-то более голубой. Ну, тут насколько у вас терпения хватит. Как на небе. Цвет такой немножко. Так, еще нашу пушистую историю. Здесь, может, у нас одно из самых темных мест. Голова. Добавляем тоже сюда. Ну, здесь немножко проработаем. Буду одеваться всеми теми же оттенками. У нас вот в такой гамме он сегодня в ночи. Капельку можно, конечно, протереть, или ее можно было замаскировать на начальном этапе. Ну, здесь уже так, добавлю еще водички. Чтобы по-мягкому уже прописать этот участок.
крылышко. Немножко где-то коричневый. Но без коричневого никак, он нам дает реализм здесь. Хоть мы его не видим, но блеск будет. Вот такой у нас голубой лебедь по цвету получается. Я чуть-чуть имитирую его перья. Здесь можно не так жестко, где-то чуть-чуть помягче сделать переход. И нам осталось сделать ему отражение. Оно будет самое темное. Тоже здесь уже можно взять сине-фиолетовый. Подчеркнуть. Здесь у нас блики внутри воды. Хвостик. Хорошо, когда у нас сразу объект втекает в отражение. Это всегда плюс. Так, здесь чуть-чуть не теряем. Так, дальше нам чуть-чуть осталось с вами. Рисуем темное отражение. Но здесь такое прям активное. Здесь разбивается на участки. Стараюсь вписать в них. Вот здесь у нас появляется. То есть вот у нас детали. Если уже получилось темновато, то оно не будет такое прям выдающееся, но все равно его надо будет нарисовать. Я имею в виду, контраста не будет сильного. То есть это не значит, что надо бросить и им не заниматься. Вот здесь у нас тоже такие сухим штрихом можно добавить линии, они помогут нам такие тени, отражения под каплях воды. Можно легким сухим штрихом, более прозрачной краской сделать здесь такие круги на воде.
Смотрю, где что можно добавить, где я там бросила раньше края, например. Где-то какие-то моменты. Если совсем все что-то потеряли на темном участке, можно немножко сделать блики легкие. Мы их добавим на вершинку. Это тоже нам соберет. Но помните, что любая кроющая краска, она никогда не даст самый светлый цвет. То есть это все-таки можем капельку воды здесь добавить. Так, еще хочется немножко затонировать в этих участках. И здесь сзади все-таки дособрать. То есть мне же не важна столько вода, сколько важно подчеркнуть самого лебедя, чтобы он у меня выделился. Поэтому я и продолжаю. Аккуратно это делаю, смотрю, чтобы сильно моя уж лессировка не была так заметна. Так, смотрю еще, что добавить. Вот у меня уже тут все село, а тут вообще другой цвет. Тогда бы я в синий рисовала. Так, немножко темняем к низу. Все-таки он у нас плавает, а не игрушка какая-то. Так, и можем уже посмотреть, где какие-то моменты тоже подобъединить, чтобы у нас было меньше детальности, например. Где-то, может быть, наоборот добавить детальности. Сейчас мы с вами все соберем. Я добавлю здесь немножко теплых бликов. Тоже можно ему свет. Здесь у нас может быть несколько каких-то теплых участков. Таким образом, которые вот, если мы их пропустили на самом темном. Смотрю, где что добавить. Вот здесь вот, мне кажется, лишний я добавила темный, потому что здесь уже история про лебедя, поэтому я даже немножко подуберу. Здесь вот, если какие-то мазки у меня крупные, могу смягчить. Смягчить, убрать, чтобы у меня уже этот момент меньше притягивал внимание, а больше все-таки фокусировался вот здесь на моем главном герое. Если так получается, что вы видите, что где-то вас что-то сбивает, мягким флейцем можно аккуратно эти моменты. То есть много зачастили, деталей много сделали. Все-таки важно доводить работу до конца, не думать, что с ней что-то не так. Я вас в целом призываю всегда анализировать и смотреть. Что-то можно исправить, где какие-то моменты. В акварели несложно на самом деле исправлять, главное не бояться. А в исправлениях вам очень поможет фотографирование и
Потом, например, ну, то есть планшет, какой-то обработчик. Вы просто берете и в приложении добавляете темного или добавляете светлого, убираете какой-то фрагмент и смотрите, хорошо или нет. То есть так ли вам хотелось вообще. И тем самым будет понятно, что же там у вас в итоге. То есть здесь у нас, если что-то убралось, можно добавить и чуть-чуть расчесать. То есть просто сделаю меньше акцентов в эту сторону. Просто если все детали прописать, это совершенно не значит, что будет хорошо. Иногда нужно от них отказываться в пользу общей идеи. Поэтому тут у нас так и происходит. И где-то, если уж здесь свет хотелось сделать, можно на него намекнуть и здесь к лебедю его довести. То есть вот у меня блестит на поверхности. Теперь еще мягко думаю, что же мне здесь доделать. Могу каких-то бирюзово акцентов небольших добавить. Самые светлые зоны, желтенькие, голубенькие. Так. Детали линии. И в целом мы с вами уже можем подписать работу. Например, я подпишу таким вот, не хочу тепленьким, подпишу вот таким здесь вдоль. Можно вообще не подписывать на круглых. Мне нравится таким форматом это делать вдоль работы. Итак, мы с вами завершили работу на круглом формате. Вы увидели, что мы можем подбирать любой референс. В этот раз мы выбрали такой вот, я выбрала такой ночной. Может быть, не очень простой, но интересный. И здесь мы с вами разобрали, как этапами мы можем сделать работу, как разделить ее, как абстрагироваться от темных деталей и сделать более легкую воду. Сейчас я сделаю оформление для работы. Это немножко ее оконтурит. У меня в Кустовый Travel теперь есть и рамы для круглых планшетов. И смотрите, как выглядит работа, когда она уже оформлена. Здесь есть рама и стекло. Но сейчас я ставлю просто без стекла, чтобы мы видели, как все. И дальше уже можно вешать на стенку такую вот оформленную красоту. Так что желаю вам успехов, не бояться экспериментов, обязательно пробовать что-то новое. Возможно, там вас ждут интересные открытия.